Я приветствую вас на своем канале. И сегодня мы будем шить конверт на выписку двухслойный с хлопка, с плюша и с такой тесьмой красивой. Нам понадобится хлопок, синтепон. Я выбрала 150-й. У меня будут в 2 слоя. Тесьма, плюш, булавки, ножницы, портновский мелок, либо карандаш, либо мел, линейка. Также понадобится нам сантиметровая лента. Для начала из хлопка нам нужно отмерить и вырезать квадрат размером 94 на 94 сантиметра. Одеялка у меня будет размером 90 на 90 и размер хлопка 94 на 94. Это с учетом того, что когда будем простегивать синтепоном, он усядет. И на припуске по сантиметру. Вот мы вырезали квадратик. И для того, чтобы проверить, ровно мы вырезали его или нет, можно сложить его вот так вот по диагонали. Если у нас все ровненько, ничего лишнего, значит у нас ровно. Если нет, можно подрезать. Тогда получится идеально ровненький квадратик. Также можно и сложить так вот по второй диагонали. Обе диагонали у нас должны совпадать. Когда мы вырезали наш квадратик, нам нужно взять синтепон, разложить его. Положить на него наш квадратик. И вырезать. Лишний синтепон убираем. И этот квадрат пока что синтепона, что мы вырезали, откладываем в сторону. Теперь нам нужно положить наш хлопок лицом вверх, сложить по диагонали. Прогладить сначала одну диагональ, потом вторую. Теперь точно так же вторую диагональ. Теперь, когда мы прогладили наши диагонали, берем линейку или сантиметровую ленту. Так вот померяем нашу диагональ. Она у меня вышла 67. И разделим ее на 3. Получается 22,3 примерно. Я отложу по 22 сантиметра. И вот отсюда от центра нашего отмеряем 22 сантиметра. Или сколько
вы решили отмерить. Можно поменьше сделать, много маленьких квадратиков. Потом от этой первой булавочки отмеряем еще 22. Точно так же дальше по диагонали в ту сторону и по этим диагоналям. И дальше берем, вот так вот закладываем по булавкам. Так, чтобы вот эта вот линия наша совпала. Вот это вот продолжение. Аккуратно расправляем и проглаживаем. Дальше вот эту вот булавку, которую мы вторую закалывали, точно так же выравниваем по нашей линии проглаженной. И опять проглаживаем. Булавки вынимаем здесь. И точно так же в ту сторону и в боковые стороны, чтобы у нас получились квадратики 22 на 22 сантиметра. Когда мы прогладили все наши квадратики, раскладываем нижним слоем синтепон, верхним слоем хлопок. И по всему периметру закалываем булавками, чтобы при стежке наш синтепон и хлопок не сместились. Закалываем так по всему периметру. Когда мы скололи по всему периметру булавками, начинаем простегивать наше одеялко. Начинаем мы с наших диагоналей длинных. Аккуратно разравниваем наше одеялко. Я буду простегивать с помощью шагающей лапки. С ней немного проще, так как она вот здесь продвигает немного ткань. И, соответственно, нижняя часть тоже продвигается на машинке. Так, как мы будем простегивать? Немного мы придерживаем наш синтепон, но не растягиваем. И помогаем, вот так вот чуть-чуть туда проталкиваем. Простегиваем по нашим линиям. Можно вот тут вот потом придерживать. То есть здесь расправляем аккуратненько, но не растягиваем. Здесь помогаем, но не сильно натягиваем. Сильно не спешите, если будете шить на большой скорости, то очень сильно стянется синтепон с тканью. Лучше шить на медленной либо на средней скорости. Также забыла сказать, что перед пошивом, перед простежкой одеяла нужно уменьшить натяжение нити на машинке и поставить побольше длину стежка. Ну, примерно можно 3 поставить.
Сейчас я покажу, как сделать переход, где у нас будет пересекаться строчка. Получается, немного вот так вот растягиваем и аккуратно переходим этот момент. Получилось у нас ровненько и без складочек. Теперь, когда мы простегали наше одеялко, нам нужно обрезать лишний синтепон, который у нас остался по краям. Убрать булавки, не забыть. Когда мы обрезали синтепон, измеряем наше одеялко, сколько у нас получилось. У меня получилось так, по этой стороне 91. И по этой тоже 91. Да, 91. Теперь откладываем в сторону наше расстеганное одеялко. Берем плюш. И отмеряем и отрезаем квадрат 91 на 91 сантиметр. Точно так же отрезаем еще один слой синтепона, также квадрат 91 на 91. То есть у нас получается квадрат из плюша и квадрат из синтепона. Вот мы вырезали два квадрата, один из синтепона, один из плюша размером 91 на 91. Теперь откладываем, берем снова нашу расстеганную часть, раскладываем и будем прикалывать нашу тесьму. Также нам понадобятся булавки, опять же. Итак, я буду прикалывать не с края, а где-то вот с серединки. Потяну, покажу. Вот отсюда вот где-то. Прикалываем вот этими помпончиками внутрь, так как оно когда расправится, когда мы прошим, оно будет вот здесь. Можно сначала приколоть и пришить, чтобы она не сместилась, или же приколоть потом верхнюю часть, сверху приколоть также. Но сначала прикалываем обязательно. Или же можно, если у вас достаточный опыт, можно, к примеру, не прикалывать, а сразу на машинке взять и прострочить вот эту вот часть по всему периметру. Я, в принципе, так и сделаю. Как вам удобно, так и делайте. Вот мы берем, как я говорила, с серединки, накладываем нашу тесьму и где-то на расстоянии полсантиметра мы будем ее пристрачивать.
Пристрачиваем так по всему периметру. Когда мы доходим до уголочка, я закрепила нить и делаем вот таким вот образом, складываем таким уголочком. И получается так вот. И опять дальше уже строчим на машинке. И так с каждым из 4 уголков. Теперь я покажу, как так мы соединим эти концы. Просто накладываем так вот друг на дружку небольшим нахлестом, может в сантиметрик, и прострачиваем. Все, теперь уже закончили. Когда мы пристрочили нашу тесьму, нам нужно соединить наш плюш с еще одним слоем синтепона. Для этого сначала накладываем лицом к лицу плюш. Вот мы его наложили. Но так как здесь крупная тесьма, довольно-таки сложно будет пришивать. Поэтому я сначала сошью вместе синтепон и плюш, а потом уже буду пришивать вот так же, как тесьму, без булавок. Также буду пришивать и вот второй слой. Сейчас прикладываем плюш к синтепону, выравниваем. Прикалываем по всему периметру и в край буквально, самого края, где-то на 0,5, можно на 0,3, как получится, пристрачиваем его к синтепону, чтобы потом, когда мы пристрачивали к простеганной нашей части, чтобы оно не сместилось. Вот я прострочила по краю плюш с синтепоном. Теперь берем нашу первую часть, ложим ее лицом вверх. Далее прикладываем наш плюш ровненько. И можете постараться сколоть. Просто из-за того, что бомбоны очень большие, очень тяжело будет сколоть. Поэтому я собираюсь, так же как и тесьму, сразу пристрачивать на машинке. Можно сколоть посередине или вот как-то по краям попытаться сколоть. Но еще раз повторюсь, это будет достаточно сложно. Если вы выбирали тесьму помельче, здесь у меня 2 сантиметра диаметр, есть здесь сантиметр, и будет полегче пристрачивать. Или же, если вы вообще тесьму не пристрачивали, то просто соединить
и прострочить. И не забудьте оставить сантиметров 15, чтобы вывернуть наше одеялко. Итак, начинаем прострачивать, совмещая край с краем и отодвигая наши помпоны. Я поставила машинку швейную на Б, то есть подвинула влево иглу, чтобы она максимально была близко к краю, чтобы не видно было швов никаких. Итак, мы прострачиваем по всему периметру, не забывая оставить сантиметров 15 отверстия для того, чтобы вывернуть наше одеялко. Вот мы прострочили наше одеялко, оставили место для того, чтобы вывернуть. Теперь нам нужно срезать наши уголки аккуратненько. Вот так вот. Вот наше место, где вывернуть. Можно начать с дальних уголков поворачивать, можно с передних. Так потихоньку выворачиваем. В то же время аккуратно, чтобы не порвать наше одеялко. Вот так вот. Теперь берем какую-нибудь кисточку или палочку и выворачиваем наши уголки. Так, я потеряла где наше отверстие. Вот оно. Аккуратненько берем тут вот. И кисточкой помогаем вывернуть.
Вот как-то так получилось у нас. Вот такое красивое одеялко. Теперь вот это отверстие аккуратненько надо заколоть булавочками. Вот так вот. И зашить потайным стежочком. Вот мы зашили отверстие. Такое вот одеялко у нас получилось. Такое пушистое, такое пухленькое. Там, где плюш очень-очень нежная и мягкая. Чтобы вот эту часть верхнюю прогладить, можно утюг поставить на двоечку и без пара аккуратненько прогладить, чтобы придать вид. Теперь для нашего одеялка нам нужно сшить резинку и бантик. Бантик я буду шить из плюша, резинку из ткани, подходящей по цвету. Итак, теперь выкраиваем бантик, петельку и резинку. Резинка у меня будет вот такого цвета. Нам понадобится длина примерно от 90 сантиметров до метра. Можно вот, если у вас подходит рисунок из той ткани, которую вы вырезали, конверт, там как раз бы длина была 94 сантиметра, но, к сожалению, у меня по рисунку не получается, поэтому я буду вырезать из подходящей такой ткани. Получается, у меня в сложном виде будет 47 на 12. Вырезаем длинную полосочку. Теперь вырезаем бантик наш, подушечку маленькую. У меня она будет из плюша. Вы можете выбрать любую ткань. Обычно я беру под конверт ткань, которая внутри у нас остается, такого же цвета. То есть, если бы у меня, например, была бы какая-нибудь ткань в горошек, какая-нибудь, или в звездочки, то я бы выбрала, например, звездочки. Так, отмеряем кусок, отрезок размером 52 на 32, с учетом того, что она у нас сложена вдвое будет. Итак, получается 52 на 32. И также я буду делать из плюша петельку. Она у нас должна быть размером так, 12 на 23 сантиметра. Не хватает этот отрезок. Если вы будете сшивать петельку, тогда нужен размер 12 на 20 сантиметров. Я буду делать на липучке
Поэтому такой размер у меня будет 12 на 23. И теперь берем синтепон. Так вот ложим наш плюш сверху, чтобы ровно было. И вырезаем по периметру. Теперь берем наш плюш, складываем лицом к лицу, таким прямоугольничком. Складываем синтепон пополам. И вот так вот по всему периметру прикалываем. Итак, берем нашу подушечку и прострачиваем по 3 сторонам, кроме вот этой линии изгиба. Не забываем также оставить в середине место для того, чтобы вывернуть нашу подушку. Обрезаем лишний синтепон. И срезаем уголки. Убираем булавки. И также, чтобы нам потом легче было потайным стежком зашить одну из сторон, мы пристрачиваем к синтепону. Сейчас вот эту нижнюю. Теперь выворачиваем нашу подушечку. И теперь надо заколоть и зашить вот это вот отверстие наше потайным стежком.
Теперь делаем петельку для нашего бантика. Для этого складываем лицом к лицу пополам и прошиваем по двум сторонам. Одну оставляем для того, чтобы вывернуть. Когда мы прострочили, выворачиваем на лицевую сторону. Ой, еще забыла сказать, срезать уголочек. У нас тут один есть. Выворачиваем. Теперь берем липучку, отрезаем сколько надо. Сначала начнем с этой части, которая открытый срез. Так вот прикладываем ровно. Или можно сначала пристрочить, потом отрезать. Я все-таки отрежу сначала. Теперь берем вот так вот, аккуратно закладываем. Можно закрепить булавкой. И прикладываем нашу ленту и пристрачиваем. И аккуратненько пристрачиваем. С хлопком, конечно же, намного легче работать, чем с плюшем. Теперь пристрачиваем вторую часть липучки. Так вот перепроверяем, где она должна быть. И пристрачиваем. Вот так вот у нас получилась такая петелька. Теперь приступаем к изготовлению резинки. Для начала нам нужно нашу вот эту полоску длинную сложить по всей длине лицом внутрь и сколоть
по всей длине булавками. Далее мы ее растрачиваем где-то на ширину лапки. Далее, когда мы прострочили с помощью английской булавки, выворачиваем на лицевую сторону. Когда мы вывернули, нам нужно аккуратно расправить, чтобы шов был посередине, и постараться, чтобы шов шел у нас внутри на одну сторону. Так мы расправляем всю нашу детальку эту. Выравниваем и проглаживаем хорошенько утюгом. Обязательно следить за тем, чтобы центр у нас был ровно посередине, вот эта вот линия, этот шов. Когда мы прогладили нашу вот эту вот полосочку для резинки, нам нужно взять саму резинку, она называется эластичная тесьма, отмерить 62 сантиметра. И отрезать. У меня тесьма шириной 3 сантиметра, более удобная. Можно также 2 или 2,5 взять. Берем опять же булавку. И начинаем продевать нашу резинку. Теперь, когда мы дошли вот до сюда, нам нужно аккуратно нашу резинку выровнять по центру. И пристрочить вот здесь по краешку. И продолжаем
Дальше. Тут, если что-то лишнее, можно подрезать. И продолжаем дальше продевать нашу резинку. И когда мы дойдем до этого края, так же, как и с этой стороны, пристрочим конец. Теперь, когда мы прострочили с обоих краев, растягиваем нашу резинку. Можно так. И примерно тут вот находим середину и закалываем ее. И начинаем прострачивать нашу резинку на швейной машинке. И берем нашу резинку, растягиваем вот так вот и начинаем прострачивать. Прострачиваем по вот этой вот линии шва. Вот по вот этой линии, где у нас шов идет. Также следим за тем, чтобы у нас резинка посередине находилась, чтобы она не съехала в один край. Теперь будем сшивать нашу резинку запашивочным швом. Вырезаем тут наши ниточки лишние. Этот шов, по которому мы строчили, он должен быть сверху. Вот так вот мы оставляем место, где-то небольшой отрезочек, где-то полсантиметра, и прострачиваем нижнюю нашу, сначала тесемочку, нижнюю часть. Обрезаем. Теперь берем, вот так вот растягиваем. Вот этот хвостик, что у нас оставался, вот так его закручиваем вовнутрь.
еще раз покажу. И аккуратненько по краю прострачиваем на швейной машинке. Вот такой шов у нас получился. Это у нас получается изнаночная сторона, получается 2 полосочки, и лицевая сторона. Теперь можно собирать наш бантик. Выворачиваем нашу резинку, берем петельку и подушечку. Подушечку складываем гармошкой. Вот такой вот у нас бантик получается. Осталось только завернуть наш конвертик и надеть нашу резинку. Вот такая у нас красота получилась. Милый, мягкий конвертик для малыша. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. До встречи!